Не успели мы толком разобрать официальные сведения касаемо eFootball 2024 с игровой выставки в Малайзии, как подъехали интересные сливы от участников этой выставки, которые играли в eFootball 2024. А за все это время они успели слить много чего и много чего интересного. В частности, первые реальные кадры геймплея eFootball 2024, цветовое оформление во время матчей, цветовое оформление главного меню, в целом обновленное меню и многое другое. Поэтому обязательно поддержите это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением и подписывайтесь на наш канал с колокольчиком, чтобы не пропустить следующие ролики. И давайте поскорее приступать. Если вы ознакомились еще с предыдущим роликом, где мы разобрали первое изображение с выставки и в целом статьи от игровых изданий, то вы наверняка помните, что Konami попросили особо не делиться подробностями игрового процесса. И как я понял, это также касается и кадров игрового процесса, поскольку как таковых официальных геймплейных кадров мы не располагаем, только кадрами людей, которые во все это дело и играли. Поэтому и сливы будут соответствующие. В частности, у нас присутствует вот такой вот небольшой 9-секундный ролик, который проливает свет на одну из атак в матче Барселона-Манчестер Юнайтед. Что сразу бросается в глаза, так это обновленное цветовое оформление на рекламных щитах, то есть теперь не сине-желтые цвета, а темно-фиолетовые, а также обновленная в кавычках реклама, которая присутствует сбоку от ворот, то есть она также стала темно-фиолетовой. Но что самое интересное, табло вроде как не изменилось, оно все так же остается сине-желтым, но к этому моменту мы еще успеем вернуться, потому что с этим происходят действительно какие-то непонятки. Также советую вам обратить внимание на трибуны, потому что они, если сравнить с нынешней версией игры, выглядят намного поживее. Это, во-первых, и во-вторых, замечены флаги. Да, флаги для болельщиков на трибунах — это не что-то новое. В PES они присутствовали и без того, и если вы все еще играете в 21-ю часть, то наверняка их замечали. Но я для кого-то, возможно, открою Америку, но все это время в eFootball у болельщиков не было флагов, и вот они появились. Сам же геймплей, вот эти движения игроков, я особо не вижу смысла разбирать, поскольку отрывок крайне короткий, и особо он нам на вопросы не отвечает. Вроде бы движения плавные, но с другой стороны, этого опять же очень мало, чтобы сделать какие-то конкретные выводы. Если вам есть что сказать на этот счет, обязательно пишите в комментариях. Как говорится, отдаю на откуп вам. Помимо кадров игрового процесса, также засветили кадры главного меню и меню выбора составов. И если приглядеться, то также произошли некоторые изменения. В целом, общая концепция не изменилась. Все тот же самый убогий вид сбоку. И не сказать, что само меню приобрело намного больше пунктов. То есть, вроде бы тактически ничего не изменилось. Дополнительных тактик не прибавилось, как это было в предыдущих частях PES. Но изменилось само цветовое оформление, то есть меню стало немножко потемнее. Это не так сильно заметно, но если сравнить с тем, что мы имеем сейчас, вроде бы разница ощущается. Немножко изменилось само поле, на котором присутствуют футболисты. Раньше оно вроде было прозрачное, теперь же имеет текстурку такую вот зеленую, выделяясь на фоне всего происходящего. Ну и само меню, в принципе, ничего нового, то же самое расположение кнопок сбоку. Единственное, что статистика приобрела полосы, которые разделяют пункты: удар, пасы и так далее. Но на следующий день у нас появились вот такие вот изображения, которые демонстрируют нам обновленное меню мобильной версии eFootball. Здесь мы наблюдаем совсем иные узоры, те же самые, что представлены на изображении с Лионелем Месси, ну и те же самые цвета, то есть темно-фиолетовый или уж совсем темно-синий и просто синие узоры. Хочется воскликнуть: дождались, но дождались чего? Просто смены цветового оформления? Да, прекрасно, но мы ждали этого 2 года. Ну и какие выводы мы можем сделать, исходя из всего увиденного? Если вновь обратиться к тем геймплейным кадрам с моментом в атаке, в принципе заметно, немножко, но заметно, что визуальная часть немножко, как будто стала поживее. Гальвани говорил, что Konami собираются конкретно оптимизировать игру. И учитывая, что те же самые трибуны стали чуть-чуть поживее, болельщики стали больше походить на реальных людей, которые активничают на трибунах, возможно, в этом что-то есть. Окончательно мы можем утвердить то, что наконец-то изменится цвет
цветовая палитра в игре. Правда, все еще остается актуальным вопрос касаемо табло. Если все вокруг стало темно-синим, темно-фиолетовым, почему табло не изменилось? Почему оно все еще сине-желтое? Но на самом деле это лишь небольшие мелочи. Ваше же мнение, дорогие друзья, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на этот канал с колокольчиком. Подписывайтесь на наши соцсети, группа ВКонтакте, Телеграм. Даже появился Яндекс.Дзен. Там я расписываю все актуальные новости касаемо eFootball поподробнее, поэтому читайте, подписывайтесь, ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.